Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я снова рассматриваю тему близнецовых половинок. И, конечно, хочется более подробно остановиться на отличительных чертах таких отношений. Потому что вот просто сталкиваясь с вашими комментариями, да, просматривая их, отвечая на них, прихожу к выводу, что многие очень сильно путаются. И они не находится в подобных отношениях, но себя, свою ситуацию, свою историю к этому приписывает. Итак, я для себя здесь немножечко набросала, чтобы вот не забыть все то, о чем хочется вам рассказать. Начнем. Отличительные черты близнецовых пламен. Вот когда человек встретил свою половинку. Первое. Близнецовые пламена, они не могут быть любовниками. Это о чем? Это когда люди встретились, они могут хоть там 10 лет друг к другу идти, но они не будут в любовной связи. И если интимная связь присутствует, то она очень-очень редкая. Это когда люди могут встретиться там раз в год или раз в 3 года. Но это не любовники. Вот в обычном восприятии то, что люди представляют любовными отношениями, у близнецовых половинок этого нет. Обычно они просто общаются, кто-то вообще не общается, но в итоге они либо вместе вот приходят, да, к тому, что это пара, это союз, это семья, либо ничего нет. То есть либо ноль, либо единица. Вот середины нет. Кроме того, вот следующий признак. Близнецовые пламена не бывают негармоничной парой. Вот когда они приходят к союзу, потому что все равно любая пара, она приходит к тому, чтобы обрести гармонию. Там уже нет за этой чертой, там после нескольких лет страданий, нет негармоничных отношений. Вот когда мне пишут в комментариях, вот мы сошлись, 3 года не могли, потом вместе стали жить, и все 5 лет ссорились. Вот поверьте, если у вас такая история, это не близнецовые пламена. Это только земные отношения, кармически земные. Еще один признак. Как раз таки, часто люди путают близнецовую половинку с кармической земной любовью. Вот именно с земными отношениями, земным браком. Потому что всем почему-то кажется, что настоящая любовь, она может быть только у близнецовых пламен. Нет, любовь, она присутствует в земных отношениях. Еще какая любовь? Она может быть такой страстной, да, когда там люди годами друг друга любят, но это земные отношения. Близнецовые – это совсем другие, это отношения, которые вот по своей энергетике отличаются. И естественно, чтобы вот в этом разобраться, вот простому человеку, не эзотерику, приходится пройти не один год, вот пройти там годы испытаний, и тогда он понимает, что да, он себе как бы подтверждает то, что он почувствовал в начале. Потому что в начале все получают только один ответ, что да, это мой человек, но вот чтобы в это поверить, проходят годы. Еще один признак. Если вы встретили свою половинку, вот близнецовую, то вы становитесь как огонек. Да? Этот огонек, он еще и с годами усиливается. Поэтому вы для других людей притягательны, вы заметны, вы видны, вас влюбляются. Мужчина вы, женщина, неважно, то есть это не зависит от пола. Но к вам начинают притягиваться. Все видят в вас свою половинку. Вот всем кажется, что вот именно вы должны быть рядом. Но это только от того, что вы несете в себе вот этот цвет высшей любви. Если мы вернемся к кармическим земным отношениям, вот тоже это откуда все это я черпаю? Да? Почему я вам об этом сейчас говорю? Потому что вы об этом пишете на моем канале и в моей группе. Но вот смотрите, если вы находитесь в земном браке, да, у вас есть продолжительные отношения, ну, допустим, там 5-10 лет, 20 у кого-то, и вы счастливы, у вас хорошие отношения, теплые, нежные, вы любите по-своему своего мужчину, то вам, вот близнецовое пламя, оно никогда не встретится. Нет такой задачи.
оно дается только тем, кто не любил. Не может человек, если он кого-то любит, еще полюбить. Это как говорят, от добра добра не ищут. Опять-таки, несчастливый земной брак не является гарантией того, что вы встретите свою близнецовую половинку. Это о чем? Это когда вот мне пишет женщина и говорит, ну и рассказывает о своей жизни, что все плохо, у меня плохие отношения, муж пьет, мы ссоримся, вообще не хочу с ним дальше жить. Тут встречаю мужчину, вот, наверное, это он, да, вот тот самый. А это может быть еще один кармический земной партнер, не обязательно близнецовое пламя. То есть вот поймите, если вы несчастливы в отношениях земных, это еще не гарантия, что вы должны вот ту самую космическую любовь встретить. Это может быть заблуждением. Еще одно распространенное заблуждение. Почему-то многие считают, что близнецовые пламена даются только тем, кто в брак. Это неправда. Там нет, да, 80-90%, да, из 100 случаев, что это точно не свободные люди. Это неправда. У меня такой статистики нет, я не могу это подтвердить. И я попрошу тех, кто вот утверждает, что да, это только несвободные люди встречают свою высшую любовь, воздержаться от таких высказываний, потому что они не отвечают реальности. Очень много ситуаций я видела, когда люди абсолютно свободные, оба не в браке, но они к этому не стремятся. Ну, вот такое время. Не обязательно человек должен страдать от каких-то своих обязательств. И вообще, я думаю, что люди страдают не от обязательств, а страдают от своих собственных принципов и, прежде всего, собственного эгоизма. Потому что, когда человеку удается встреча с близнецовой половинкой, первая проблема, почему не складываются отношения, потому что человек, один из пары, а может быть даже двое из этой пары, они пытаются свои условия установить, и вот тут начинается конфликт. Но это уже как бы другая тема. Еще о тех, кто хочет найти свою близнецовую половину. Вот кто считает, что он должен встретить вот эту родную душу, он ходит на какие-то семинары, тренинги. Сейчас очень много этого в интернете, и не только в интернете, и в офлайне. Но если вам предлагают, что как бы пройти какой-то курс, и вы потом встретите, поверьте, это не сработает. Потому что то, что дается свыше, это не продиктованное волей человека. Ни один другой человек в этом мире, да, на Земле и вне Земли. Да, почему я это говорю? Потому что уже встретилась с тем, что были такие люди, утверждающие, что общаются с духовными наставниками вне Земли, там, вне реального времени. И они обещают им встречу вот с родной душой, близнецовым пламенем. Но поверьте, это не произойдет только от того, что все это, как говорят, притянуто за уши. Понимаете? То есть не бывает так, да, когда человек захотел, это же не в магазин прийти и сказать, я заказываю сегодня вот близнецовое пламя, когда оно придет, когда я встречусь с этим человеком. Ну смешно ведь, да? Поэтому как только вам предлагают, да, что-то там пройти, какой-то семинар, тренинг или еще что-то, сразу задумайтесь. Бесплатный сыр только в мышеловке. И даже если вам скажут, что вы ничего не платите, поверьте, это все равно духовный маркетинг. Это вот, я не знаю, что это. Все, что связано с судьбой, и те люди, кто встретил свою половинку, вот все, они подтвердят мои слова, что никто не искал этой встречи. Она дается сама по себе, вот как подарок. А потом уже от этого подарка начинаешь страдать из-за того, что эта ситуация держится годами и не так быстро решается, как хотелось бы. И еще напоследок. Это опять-таки возвращаясь к тому, что в последнее время все больше появляется людей, пары, не только пары, но и люди, которые встретили свою половинку, они начинают, скажем так, выступать в роли, наверное, учителей, так называемых пророков.
когда они на своей жизни, на своем примере начинают вас учить, говоря о том, что это их миссия. Вот послушайте, те пары, которые, вот я в своей практике, я уже говорила, я с 10-го года, вот в первый раз я столкнулась вот с феноменом, да, вот с таким понятием кармических отношений, близнецовых пламен, родных душ. Это был 10-й год. Единственное, я тогда для себя вот какие выводы сделала, что это отношения очень долгие, они просто так не заканчиваются, и они складываются медленно, они не фальшивые, и в таких отношениях люди, они никогда не стремятся кого-то чему-то поучать. Они сами учатся, они как ученики, они попали, они отрабатывают вот эту свою высшую карму. И если они должны кого-то чему-то научить, то они не берут на себя ответственность диагностировать или вообще за собой кого-то вести. Понимаете, когда человек страдает, условно, там, 8 лет или 10 лет, и у него это вот как по морям, по волнам, вы думаете, ему захочется кого-то там вести за собой, организовывать семинар или еще что-то делать? Так что тут надо еще очень хорошо взвесить все за и против. Вот вам надо верить тем, кто находится в обычных земных отношениях. Вот миллионы в таких отношениях, но им кажется, что это вот то самое высшее близнецовое пламя, которое им дано, и они вас ведут, и дают вам какие-то свои наставления. Вот вы спросите меня, а почему занимаюсь этим я? Ну, во-первых, я эзотерик, и я рассматриваю очень многие вопросы, не только вот эти кармические. Кармическая тема, она в последние годы все больше и больше затягивает только от того, что люди об этом говорят, они просят совета, просят ответа. Этим я занимаюсь. Ну и потому что я это чувствую, не я это выбираю. Может быть, это и есть мой путь помогать другим, но я никого никогда не призывала и не призываю идти и платить деньги, тратить их для того, чтобы понять, ваше это или не ваше, встретили вы свою половинку или нет. Вы можете сами, вот посмотрев все мои видео, ответить себе. Это ваш выбор, и я ваш выбор уважаю. Если у вас будут ко мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Есть комментарии, делитесь под этим видео, всегда рада вам ответить. С вами была Таяна. Всего вам доброго.